soaking wet clothes. I called you from a payphone. Could barely hear what you said, but you told me that I'm no longer the one you want. I don't know why you left, I don't know why. I didn't get a chance to say goodbye. I know it's been a year, but sometimes I still shed a tear thinking of you. What can I say? These feelings won't go away. Всем привет! Сегодняшний ролик мы начинаем с готовки. Готовить буду суп сливочный. Рецепт оставлю под видео. Ничего тут такого сложного нет. Как обычно делаю зажарку. Варю суп на курином бульоне. Бульон у меня был в заготовках в морозильнике. На второе сегодня готовить я ничего не стала, потому что Федя решил делать суши. Когда есть суши, все, ни Тёмочка, ни Федя не едят второе. Но первое у нас всегда есть. Без первого мы никогда не обедаем. Но суши получаются прям такими сытными. Он всегда делает их крупными. Чуть позже обязательно вы увидите, как он все это готовит. В суп кидаю картофель, фрикадельки, зажарку. Все варю до готовности. И уже в конце добавляю зелень, у меня в основном укроп, и сливки. Сливки беру 20%, как-то брала 33%, но суп получается прям жирный. И если нет сливок, бывает добавляю сливочный сыр, тоже получается вкусно. И чтобы сливки не свернулись, обязательно их заранее достаю с холодильника, чтобы они были такой комнатной температуры. Всем доброе утро. В общем, Федя решил делать суши сегодня. Я уже приготовила суп. Сейчас поедем в магазин, все купим. И я хочу сейчас еще приготовить кое-что. У нас тут Барян кушает, поэтому такие звуки. Хочу что-нибудь приготовить вкусненького. Нужно будет все для этого купить. Смотрите, как он ест. Сладкий такой кушает, маленький наш. У него как раз корм закончился, сейчас поедем купим. Малыш наш. Ребят, смотрите, что он покупает. Что, плохие, что ли? Зато моднее. Я говорю, давай купим вот такие, как бы цвет, да? Он говорит, нет, я такие хочу. Моднее, вообще мой размер. Ты серьезно купишь? Вообще нет. Я сейчас посмотрю, как задний. Смотрите, что я нашла здесь. Прикольные рамки. Вот такие же рамки. Зай, подожди. Вот такие же рамки я видела на Wildberries. Там за 1000 с чем-то. А здесь всего лишь 190 рублей. Поэтому взяла. Черный не хочу. Может, реально оранжевый взять? Зай, возьми. Тебе же работать будешь яркий. С белыми носками носить. Белые? И после магазинов мы забрали нашу долгожданную посылочку. Выбирали вместе с Тёмочкой эксперименты от Космос. Заказывали на Wildberries, можно их также найти на Озоне. Обязательно оставлю ссылку в описании под видео, кому может быть интересно. У них огромный выбор экспериментов. Они подходят для детей от 6 лет, для любого пола. И, кстати, вот такие все наборы – это отличная идея для подарков для мальчиков, а также для девочек. Сегодня прочитал что? Да, сказку. Какую-то подстричную, за русскую, мартышку. Ключик такая сказка. Ключик? Да. Ничего ты, на сколько? На 32 или на 56? А это что? Это размер ключа. Тёмочка, смотри, что пришло. Вау! Так быстро, спасибо. Папа, давай вместе будем экспериментировать вот это все. Это сначала нужно прочитать там что да как. Мы же такое еще не брали. Это эксперименты, кстати, сделаны в Германии.
У них прям много экспериментов, но мы с Тёмой вот такое типа выбрали. кристаллы делать, да? Угу. У меня такого не было в детстве, поэтому... Поэтому Не ты... обижайся. Я забираю себе, да? Вообще, я так понял, это химический набор. Но здесь надо чуток, чтобы были взрослые, потому что тут как бы есть определенные реакции, смотреть нужно. В прошлый раз мы делали, по-моему, вода горячая нужна была, не знаю. В общем, под чутким присмотром Да. строителей. Давай посмотрим, что там внутри. Контейнер. Ух ты! Это что за такая бумага прикольная? Ну это, наверное, что-то там в менюшке, да? А хочешь ты доставай, что я? Я уже ворвался, так? Это ж твой набор. О, это, наверное, инструкция. Еще. Еще одна. Еще. Это на разных языках. Раз, два, три, четыре, пять. На 6 языках. Франция, Италия, Испания, Германия, Америка и Россия. Хапчурбар бурба. Я умею разговаривать на всех языках. Цунджун панчин. Ша это. Hello. Бонжур. Целая химия, да? О, смотрите, там динозавр есть. Сейчас я его достану. Вот. Сам динозавр. В общем, смысл какой? Я так понял, здесь у нас 4 эксперимента будет. Первый эксперимент, второй, третий и четвертый. В первом мы выращиваем вот какие-то вот такие белые кристаллы. Во втором мы можем сделать гирлянду из сталактитов. Прикольно. А, вот она, видите, это нитки. Или не нитки, это, короче, рулоны. Они пропитаны краской, как я понял. А вот у нас ванночка, видишь, они туда погружаются и дают цвет. И потом вот из этого цвета мы с помощью химии, я так понял, ну если я не ошибаюсь, да простит мой учитель, который поставил мне тройку. Скажет, нет, Федор, остановись. А представьте, я что-нибудь сделал, настоящий алмаз там, да. Будет увлекательно, уже в школу пойдешь, когда у вас химия начнется, уже будешь одни пятерки получать. Поэтому, если в школах давали бы на уроках химии вот такие наборы, ну что-то в этом плане изучали, мне кажется, дети бы с удовольствием изучали данные уроки, знали бы всю таблицу Менделеева. Кстати, я ее уже забыл, я H2O только помню. Да, будешь изучать, это крутая таблица Менделеева. Вот молодец тот, кто ее изобрел, придумал. И вот через вот такие интересные игры у ребенка развивать тягу к знаниям, мне кажется, это прекрасно здорово. Посмотрим, что получится из этого. Давайте начинаем. Погнали? Да, погнали. 110, да? И добавьте синюю волшебную бумагу. Блин, у меня вот так. Все, да? В общем, эта бумага с краской, я так понял, она окрашивается. И, ребят, если делаете, то ну, не кухонно, мы постелили пакет. Вот, и нужно будет блюдце. Друзья, после того, когда вы замочили, тут написано, если уровень воды меньше 90 мл, то добавить, если больше отлить, смотрите, у нас вообще прям. Точь-точь. Так, друзья, затем высыпаем один пакетик квасцов 20-граммовый. Тут есть 20, есть 40, не перепутайте. Ну, делайте все по инструкции. Мы перелили в такую баночку, потому что, ну, такая что-то вообще как-то не пишется. Банка из помидор чистую. Так, и сейчас откроем пакетик. Вот. И высыпем туда. Ну, Тёмка высыпет. А ты мешаешь. Вот так. Говоришь, кручу-мурчу, кристаллы хочу. Друзья, не пугайтесь, это старая кастрюля. Мы нашли эмалированную и классно она подходит для индукции. В общем, что здесь нужно сделать? Здесь кипяченую воду, но это желательно, чтобы взрослый сделал. Ну, ребенок, не дай бог, не обжегся, это кипяток. Поместить наш данный раствор и мешать до тех пор, пока наши кристаллы, пока наш порошок растворится. Да, полностью не растворится. И потом оставить это на сутки. Да, на сутки здесь должны появляться кристаллы. Как только начнут появляться кристаллы, нужно будет их ложечкой либо пинцетом извлечь, положить на сухую бумагу, вот, чтобы они высохли. И дальше вы уже увидите, что мы будем с ними делать. Честно, мне самому уж интересно. Так, друзья, в общем, у нас теперь есть бриллианты. Скоро мы их продадим и будем очень богаты. Зай, покажи в камеру. Не, вот это вообще прикольно получилось. Я даже не знаю, как он получился. У него есть грани, 4 грани, сверху еще грани. Как он? Получилась, в общем, такая композиция.
Это все кристаллы. Кристаллы, как вы видите, они окрашены голубые, зеленоватые. Вот тут у нас на ниточке красные кристаллы. И наш динозаврик, вот он тоже, видите, у нас в таких кристаллах. Все это можно убрать от него. Вот, на. И? Чё, играйся. Надо, наверное, намочить, потому что... Смысл даже не в том, что у вас получится из этого. Смысл того, что сам интересен процесс. Процесс, как ребенок вот увлечен Да. этим делом. Вот, как получается кристаллы, как просто из воды они начинают расти. Мысль такая творческая, интересная, именно заинтересовать. Не то, что ребенок увидел, вау, динозавр, а то, что с ним можно сделать, это совсем, конечно, другое. Ну и тут нужно смотреть, чтобы были взрослые обязательно рядом, потому что это все-таки химия, там нужно нагревать горячую воду. Вот это правила меры безопасности, они, в принципе, необходимы. Ссылочку на набор обязательно оставлю в описании под видео. Еще раз покажу, что получилось. Тёмочка в таком восторге. Теперь выбираем следующий набор. Молодой человек, вы что делаете? Пунчам, пань. Сявуня, бузява. Бузява. Ну, как мне нравится вот этот сыр, да, вот он, правда, дорогой, но Бомба. вообще. Так что, если по скидке есть, берите сразу. Дай, покажи, дай вот эту штучку. Ну, это этот обычный виолет. Ну, еще я недавно этот увидел. Мы же не в городе живем, в городе что только нет. Хохланд, ну, тоже, да, вот творожный он правильно, по-моему, называется, сыр. В общем, как я обещал, мы продолжаем вещать. Я не переходя с одного канала на второй, я на разрыв сегодня. Я вам уже говорил, но там я не успел, кто не знает, кто у Натальи на канале, кто, может, даже не знает про наш второй канал, Будни Федора, это самый вообще крутой канал, то переходите, да. Варим рис стандартно, ребята, рис не надо выдумывать. Ну, конечно, если есть тонкий рис для суши именно, да, конечно, использовать его. Ну, если нет, то можно обычно даже в пакетике, можно даже дробленый сварить, ничего в этом страшного. Главное, сильно не переварить его и не доварить. Самое главное. Обязательно купите рисовый уксус. Берите вот Сенсой или как фирма, классная вообще. Есть более дешевый, я не знаю, как он на вкус. И вот на такую, сколько здесь, я не знаю, килограмма 1,5. Ну, здесь у нас 220 миллиметров, где-то миллиграмм 30-40 я, наверное, вылил. Ну, по вкусу. Он такой чуть кисловатый, сладко. Еле-еле такой. Вкус интересный и аромат дает он прекрасный. Суши мы готовим по-обычному, по-нашему, по-деревенски. На ютубе очень много роликов, как их готовить. Самый главный это у нас ингредиент, это, конечно же, нори. Ну, можно вот такие купить, более дешевые. Ну, они ничем не отличаются. Листы. Кто-то листы режет ножницами. Я, честно, я не стал заморачиваться. Ложишь лист. Без всякого фанатизма. У нас сегодня креветочки, форель и огурчики. Огурчики какие хотите. Как хотите вот эти длинные, гладкие, хотите пупырчатые. Честно, раз все равно вкусно будет. Вот. И, конечно же, не забудьте соевый соус. Соевый соус у нас вот такой очень вкусный стебель бамбука. Очень вкусный. Да. Самый вкусный. Да, не знаю, вот мы купили бутылку, ну там, конечно, уже немного осталось. Можно купить на Wildberries и Озоне тоже. Для начинки что угодно. Здесь вообще вот можно включить фантазию, все что угодно. Мы стандартно берем креветочек немного и форели. Смотрите, кто-то делает тоненький рисочек, там скатывают вот такие трубы. Мы делаем нормальную колбасу, нормально риса. Че вывалиться, уберем. Зато берешь одну гам-гам, 3-4 села уже наелся. А то ешь. А потом остается и смотришь на друг друга. Ага. Ему хватит или не хватит, а может не надо. Берете прям нормальным слоем. Вот так раскладываем. Я в перчаточках работаю, как вы видите, да? А, и забыл, нужно водичку набрать в пиалу. Она нам нужна для смачивания нашего листа. Вот, ну, наших водорослей, можно так сказать, да? Чтобы склеить их. Ребята, можете писать, что я неправильно готовлю. Можете писать что угодно, если честно. Главное, что это вкусно. По себестоимости, друзья, это выходит дешевле, чем в магазине, на самом деле. Вот. Чем в ресторане. Дальше что мы делаем? Все стандартно, я беру наш
Сыр, да. Ну, у нас пакетики вот такие одноразовые, треугольники отрезаем, ну, специально, да, выдавливаем. И вот так делаем. Не жалея, для себя же, от души, все нормально, вот так. Ах, красота. Вот, потом ложим на огурчик. Видите, не хватает ничего, мы сейчас добавим. Что, жалко, что ли? Все остальное мы отрежем. Все будет нормально. Огурчик положили. Все есть. Ну, давайте с креветочек начнем. Креветочек мы ложим нормально. Не так, знаете, там что-то там. Прям ложим. Вот, чтобы они никуда не разлетелись, их можете прям вот в сыр. На сыр ложить. Сыр такой вязкий. Вот, и ложим креветочки наши. Честно, я заворачиваю обычно, там не чтоб ровно. Ну, не стараюсь, да, я вот. Вот как вот, знаете, штукатурить. Вот, потом шпательком выравнивать. И все. А, забыл сказать, вот эта дощечка, она состоит как из шпажек маленьких, видите, сплетена. Мы ее как-то купили, по-моему, в наборе. В гипермаркете еще, в Магните, и у нас она так осталась. Внутрь мы ее положили и сверху пакет, чтобы ее не пачкать, она не прилипала. Все, у нас все готово. Мы берем с краешку и начинаем заворачивать наш батон. Вот. Кто-то делает квадратный. Кто-то что-то как-то подгибает, он у него куда-то идет, там все нормально. Друзья, я вообще не парюсь, вот вообще, честно. Вот у вас, видите, у нас батончик получился. Вот, о, все нормально. Вот это ничего. Можно чуть-чуть. Вот для чего, говорю, водичка. Края берете, вот так, и смазываете. Края. Вот так смазали хорошенько. Мастер-класс от дяди Федора. Все, смазали и все, мы закатали, да? Режем. Вот так, смотрите, да, вот наш бедный. Сейчас, Тёмыч, садись, сейчас будешь дегустировать. Первый. Ну, вот смотрите, ну все равно аккуратненько смотрится, видите, там внутри начиночка, креветочка. Все четенько, все хорошо. Вот. Вы же не в ресторане, поэтому для себя, для семьи запросто. Хотите тоньше режьте, хотите толще. Мы делаем толще, друзья. Вот, что вот по вот этому, не знаю там. А так, конечно, ну, если постараться, можно все красивенько сделать, оформить, конечно. Но, друзья, вы все сами же знаете, сколько нужно сил, чтобы вот времени, все вот чуть-чуть. А иной раз нету просто времени. Нужно прийти вот так, хлеб, и все готово. Поэтому готовьте от души и все. Ваши близкие по-любому это все оценят. И напоследок мы вам покажем ее начинку, как она выглядит. Вот так наша рыбка, огурчик, вот так все это выглядит. Это все соусы. Можно сделать сыр, там что, майонез, Да. натереть сыр, это все смешать и шапочку делать, шапочку сюда сырную и в духовочку. И у вас будут горячие вот эти всякие приколюхи. Погнали дальше. Все, мы погнали дальше, да, заходите к нам на огонек почаще. И решила я поменять постельное белье. Недавно на канале Будни Федора мы показывали наши посылочки с магазина Василька и Тикитекс. Заказали мы там наволочки 2 штуки 50 на 70 и наволочки декоративные 45 на 45. По цвету они не подходят, конечно, к этому пледу, но у меня и таких, к сожалению, подходящих наволочек нет, поэтому в следующий раз обязательно закажу. Сейчас я их постираю, повешу, буквально за минут 30 при такой жаре они высохнут и буду менять постельное белье. Ну, для вас пройдет всего лишь секунда. Простыню я выбрала на резинке, очень удобная, материал поплин, прям очень мягкий, беру не первый раз. И вот она как раз таки очень хорошо подходит к пледу. Почему я подбираю наволочки к пледу? Да потому что плед немного коротковат на нашу кровать, но настолько мне понравилась расцветка, что я не удержалась и все-таки купила. И наволочки, они видны. Вот, их невозможно спрятать под пледом. Ну, в конце, после того, как я все застелю, вы все увидите сами. И давайте отвечу на один вопрос. Часто нам его задают и в Инстаграм, и на канале Будни Федора, и тут по поводу детского сада. Во сколько отдали? И многие еще пишут, не жалеем ли мы. Отдали мы Лерочку где-то 1,8 или 1,7 даже было ей. Вот в августе месяце того года она уже
почти год как ходит в садик, не жалеем абсолютно. Во-первых, она стала совсем другим ребенком. То есть буквально сразу. Вот в августе месяце мы ее отдали в садик. До этого она не ходила вообще никому, ни к бабушке, ни к дедушке, ни к родственникам. Вот прям орала или видела кого-то, прям вот кричала, не хотела. А как только она пошла в садик, она совсем сразу поменялась. Вот сразу. По поводу плакала, не плакала, она освоилась практически сразу. У нас не было таких проблем, как вот нам писали в комментариях, что там внучки, дочки там плакали там полгода. Нет, такого у нас, конечно, не было. Наверное, если бы она плакала там полгода, прям разрывалась, я бы, скорее всего, не отдала бы ее в сад, забрала бы. У нас все прошло довольно-таки быстро. Но бывает даже до сих пор она не хочет в сад. То есть просыпаться не хочет, идет сонная, там говорит не хочу. Да, такое бывает. Я думаю, что это не в возрасте дело. Знаю деток даже в старших группах, которые с утра не хотят вставать и с утра не хотят в сад. Вот как выглядит плед на нашей кровати. Да, он немного маловат. Когда у Лерочки будет своя спальня, своя кровать, можно будет этот плед постелить туда, как раз на 1,5 спальную кровать. Этот плед будет как раз. У Тёмочки, скорее всего, будет двухспалка. У нас есть уже кровать, поэтому ему не подойдет. И цвет я хотела бы к нему в комнату немного другой. Ну а так, для разнообразия, я считаю, что нужно иметь там 2-3 вида покрывала, расцветок, чтобы менять интерьер в комнате. Ну и в конце приготовила вкусняшку. Как раз Федя говорит, а можно что-нибудь приготовить, чтобы был и творог, и черешня, все в одном, как бы какой-нибудь пирог. Я говорю, почему бы и нет. И, в общем, я решила приготовить этот пирог. Я готовлю его уже во 2-й раз. В 1-й раз я использовала малину. Все ингредиенты будут на видео, как обычно, и под видео в описании. Первым делом берем разрыхлитель, добавляем его к муке и хорошо перемешиваем. Далее обязательно нужно это все просеять. Все остальные ингредиенты добавляем в чашу, то есть это яйца, соль, сахар, сливочное масло. Соль обязательно. У меня некоторые пишут, зачем добавлять в сладкую выпечку соль. Я считаю, что без соли совсем другой вкус, пресный. Немного, но соль должна быть. Тесто должно получиться очень густое. Далее идет начинка. Начинка получается жидкая. То есть все ингредиенты просто смешиваем и пробиваем блендером. Если нет блендера, ничего страшного, можно просто перемешать ложкой. Далее достаем форму. У меня 26 сантиметров диаметром. Можно взять квадратную, неважно. Смазываем маслом растительным или сливочным обязательно. И выкладываем все слоями. Первый слой теста. Далее начинка. И сверху можно посыпать миндальными лепестками, орешками. Малину я выкладывала в тот раз. Получается очень вкусно. Но в этот раз была черешня. И Федя любит выпечку с черешней. Я добавила ее. Ну и выпекаем при 180 градусов. Где-то минут 35-40. Режим без конвекции вверх-вниз. Ну а после того, как все будет готово, обязательно даем остыть где-то минут 30. Посыпаем все сахарной пудрой. Ну и можно подавать. Желаю вам приятного чаепития, хорошего настроения. Готовьте с удовольствием. Прощаюсь с вами. До следующего видео. Soaking wet clothes, I called you from a payphone. Could barely hear what you said,
But you told me that I'm no longer the one you want. I don't know why you left, I don't know why, I didn't get a chance to say goodbye.